Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу представить вам кофеварку фирмы Aurson, модель CM0400G. Данная кофеварка является хитом продаж в наших магазинах, так называемый бестселлер. Но не за счет того, что она очень качественная, а за счет того, что она очень недорого стоит. Например, в ДНС я ее покупал за 3000 рублей. Это октябрь 2020 года. Но дешевле кофеварки, которая может молоть кофейные зерна, то есть в ней еще и кофемолка встроена, вы не найдете. Следующая по цене идет кофеварка Philips уже за 12 тысяч, которая имеет также функцию заваривания именно зернового кофе. Мощность данной кофеварки 900 Вт, что в принципе такая адекватная весьма мощность. И греть будет хорошо, и в то же время старую проводку вам не сожжет в доме, если вы ее там не меняли лет 10-15. Так что 900 Вт вполне адекватная мощность для кофеварки. Вес данной кофеварки вместе с коробкой 3 килограмма. Но коробка большеватая, на ней нет ручки, так что, чтобы ее нести, нужно будет чем-то ее все-таки перевязать. Не во всякий она пакет войдет. То есть, ну вот, например, вот таким вот стрейчем перевязать, за него взять и тащить. 3 килограмма это небольшой вес, в общем-то. Фирма Aurson это российский бренд, изготавливающий свою технику в Китае. Но это то же самое, как Scarlett, Redmond и так далее. Из той же оперы. Правда, рекламы у данного бренда мало. Например, Redmond раскрутился за счет своих мультиварок очень хорошо. Я думаю, все знают мультиварки Redmond. Это вот их стезя, поскольку они очень дешевые, и их практически все напокупали, и в то же время они достаточно рабочие. А Aurson это вот кофеварки в основном. Сейчас распакуем данную кофеварочку, посмотрим, как она выглядит внутри. Да, на ней вот пленочка, ее надо срезать, скотчем залепили ее. И сейчас откроем. Внутри упаковано достаточно плотненько. Вот мы видим тут инструкцию, руководство по эксплуатации. Гарантия у нее вроде как по чеку. Не знаю, я это все скрывать не буду. Я думаю, вряд ли кому макулатура интересна. Если надо будет, кому, напишите в комментарии. Я ее отдельно отсканю тогда. Вот тут вилку видим. Сейчас сниму пенопласт. Вот вилочка. И вот непосредственно сама кофеварка. Данная модель идет в 3 цветах. Зеленый, оранжевый вот такого цвета, как эта коробка. И ярко-красный. То есть вот такого цвета красного, как вот этот вот мобильный телефон еще есть. То есть не мобильный, а домашний телефон. Вот. Мне кажется, наиболее все-таки адекватный это зеленый цвет. Также вот тут сверху лежит ложечка мерная. Это насыпать кофе. 1 ложка зерен или 1 ложка молотого кофе на 1 чашку, на 1 маленькую чашку. То есть, если большую чашку захотите кофе сделать одну, то 2 ложки такие кофе уйдет у вас. Ну вот, собственно, я достал кофеварку. У нее еще чашка вот в таком вот пакете завернута. Размер у нее, ну вот можете с чайником на 1,7 литра сравнить. То есть такая не очень маленькая. Ну, в принципе, нормальная. Сверху у нее выход для пара здесь. Сюда сыпется кофе. Здесь же кофемолка. Вот тут вот мелится кофе. А сюда наливаем воду рядом. То есть вот отсек для воды и для того, чтобы положить кофе. Вот непосредственно сам контейнер, куда будет наливаться кофе. Вот он на 4 маленьких чашечки. Но в принципе это совсем мелкие такие чашечки, знаете, как бы. Поэтому считайте, что здесь на 2 чашки на самом деле контейнер. На 2 нормальных стакана кофе. Вот так вот он открывается.
И вот сюда вот вставляется. Вот эта вот подставочка снизу, она с подогревом. А вот здесь вот находится фильтр. Фильтр несменный. Одноразовый фильтр сюда не поставить. Это за счет того, что она дешевая. То есть фильтр здесь вы не поменяете. Ну, хватит вам этой кофеварочки где-то на год. При каждодневном использовании одну чашечку в день. Вот так вот все устанавливается. И засыпается кофе, и можно готовить. Так. Здесь вот это вот все. А вот здесь вот ручечка даже сделана, видите? Чтобы вынимать было удобней. Для того, чтобы мыть этот контейнер. Ну да. Вот сюда вот проливается кофеек. Фильтр из этой штуки, по-моему, вроде как не вынимается. Он моется вместе с фильтром. Тут вот народ на отзывах пишет, надо быть очень внимательно, что вот этот вот контейнер должен четко стоять, иначе кофеварка может не включиться. То есть многие народ пишет, что кнопка включения, вот эта вот, нажимается с 10-го раза. И кто-то на отзывах написал, что заметил, что если вот чуть-чуть плохо вставили основу вот этой кофеварки, либо же кофеварка не просушена, она мокрая, после предыдущего приготовления кофе, то кофеварка может не включиться. Так что обратите на это внимание, если будете такую покупать. Вот. Также из недостатков, что у самой кофемолки, вот здесь вот, я так понимаю, вот она отдельно вынимается, кофемолочка, контейнер для кофемолки. Вот эта вот сеточка, в котором держит кофе, она снашивается примерно через год. Ее тоже не замените. Такое ведро вы нигде не купите. Вот такое вот ведерочко. Ну, это у нее написано срок службы 1 год. Прям на сайте было так написано. Но опять же, 3000. Следующая кофеварка уже за 12 тысяч Philips. Там срок службы 3 года. Ну, можно 3 раза такую купить. Ну, думаю, вы должны понимать, что, покупая кофеварку, это для тех, кто кофе пьет не очень часто, ну, раз в день себе побаловаться сделает, или чтобы с утра проснуться, кружечку кофе. Если вы хотите часто пить заварной кофе, вам, конечно, надо покупать кофемашину. Потому что здесь вот это вот все засыпал, вот этот вот чайничек налился полностью, вода вся слилась, затем ее надо промывать и ставить заново, если заново захотите попить. Это, в принципе, не как на кофемашине, нажал кнопочку, да, там в поддон кофе отработанное убралось, вода там все время налита, зерен оно сама молола бы сколько надо. Но там и цены уже от 20 тысяч начинаются. А нормальная, хорошая кофемашина, если уж брать, то берите фирмы DeLonghi для дома. Они надежные, они простые и полностью автоматические. У них, как правило, ничего не ломается. Но это для кофеманов. Здесь просто вот так вот, чтобы побаловаться. Дешево и сердито. Вот. Тогда можно и кофеварку купить. У этой кофеварки есть несколько режимов. Первый режим — это готовить заварной кофе. Второй режим — кофемолка будет крупно зерна перемалывать. И еще один режим, где среднего помола будут зерна. Мелкого режима здесь нету. Ну, опять же, дешевизна. То есть вот средний помол, крупный помол, заварное кофе. А это выключено в режиме подогрева, просто подставочка. Обратите на такой нюанс, что подставка греется в течение 30 минут, если кофеварка включена в сеть. И если вы пустой вот этот вот чайничек поставите на нее, то может лопнуть стекло. Вот с этим осторожней. Выключайте ее из розетки после того, как весь чайник слили. Или хотя бы не ставьте его на подставку. Если одну кружечку налили, вторая осталась, то можете ставить, пока там есть внутри кофе. Кофеварка данная капельного типа. Альтернатива этой кофеварки единственная — это бэушная кофемашина.
Но почему я не рекомендую брать бэушные кофемашины, ребята? Потому что это все-таки не холодильник, достаточно сложная техника, все-таки кофеварка. Там и помпа со временем выходит из строя, а в кофемашине есть помпа. И на самой кофемолке ножи затупливаются. И трескаются иногда они внутри. По внешнему признаку вы не определите. Вы можете купить хорошую кофеварку, там тысяч за 15, за 20, а потом столько же еще в ремонт вложить. Вот тут все-таки я бы рекомендовал брать либо новые вещи, либо у знакомых, которых вы хорошо знаете. Причем бэушные кофемашины, они, как правило, продаются, которым уже лет 5, лет 6. Вот. Ну и сами понимаете, сколько они еще прослужат. Их надо обслуживать, опять же, декальцировать. Таблетки для них надо будет покупать, хотя у них и автоматическая промывка. Она просто не включится, напишет: добавьте таблетку для промывки. В кофеварке нет такого, здесь все просто. Это вот для дома, для баловства или для утреннего мациона, пока на работу собираетесь. По поводу самой пластмассы, она имеет запах, я вот сейчас вот понюхал. Но поскольку это кофеварка, кофе любой запах убивает. И пахнет она до первого приготовления кофе. Больше вы этого запаха не учуете. Ну и плюс к тому, кофеварка это все-таки не чайник. Она кипятит, вернее не кипятит воду, а греет ее где-то градусов до 70. И потом по капелькам цедит кофе. Вот она так устроена, потому что если бы она закипала, то кофе бы убегал из нее. Ну а дальше посмотрим ее в работе. Итак, друзья, попробуем сейчас сделать в ней кофе. Посмотрим, как она шумит, как она включается. Ну что? Здесь дна нету, поэтому кофе накладывать только сразу в нее. Так не выйдет фокус. Ну вот, берем одну ложку кофе. И вторую ложку кофе берем. Давайте еще две ложечки сделаем на 4 кружки, якобы на полную. Так, кофе насыпали. Сейчас надо налить воды. Уровня я здесь, ребята, что-то никакого не вижу, до какого воду наливать. Вот, воду из фильтра наливаю. Ну, не знаю, давайте вот столько нальем, наверное. Мало, не мало. Реально, ребята, уровня я никакого не вижу. Ладно, хватит, чтобы чайник не перелился на первый раз, и там уже сориентируюсь, как дальше, сколько воды в нее наливать. Вот, закрываем крышку. Крышка, кстати, хорошо открывается, закрывается. Ну да, и попробуем ее включить. Так, у кофеварки обычная неразборная евровилка. Шнур у нее где-то метр. В принципе, вполне достаточно. Нормальная длина шнура. То есть, видите, до розетки отлично дотянется. Ну что, включаем. Вот, друзья, включил ее в розетку. Загорелась зеленая кнопочка. Тут выбор режимов. Ну, конечно, выберем это для заварного кофе. Ой, это для молотого кофе, который уже смелен у вас. Это грубый помол. Это средний помол. Мелкого помола нет, еще раз говорю. Поэтому включим средний помол. Не знаю вообще, для чего крупный помол нужен. И нажимаем на эту кнопочку. Должна включиться. Вот видите, о чем люди говорят? Не включается. Хоп. Что я не так сделал?
вот и все. Кофе она смолола. Можете по таймеру засечь, сколько это секунд. Причем это 4 ложки на 4 кружки, то есть на полный объем практически. Кофе было налито. Ну и сейчас подождем. Должна закапать. Ну, нагрелась. Так, в принципе, она холодная с боков. Давайте так. Сейчас время 21:18. Продолжу видео, когда увижу, что первые капли пошли у нее. Ну вот, водичка потекла в ней. Я не знаю, конечно, вряд ли вам видно будет на записи. Но вот видно, что запотевать начинает. Время, в принципе, 21:18. Несколько секунд. Ну, грубо говоря, за минуту уже начался процесс приготовления кофе. И вот оно капельками будет стекать в этот контейнер. В интернете пишут, что время готовки примерно около 5 минут. Все занимает. Вот такие вот звуки издает небольшие. Но кнопка, сами видели, не с первого раза включилась. Почему, не знаю. Может, она что-то анализирует. Налита ли вода, например. Есть ли кофе там. Тут сложно сказать. Может, так и должно быть. Ну вот, сейчас время 21. Ну, практически 21:20. 20 минут. Сейчас я запись прерву и посмотрим, когда она наполнится. Я вот единственное не совсем понял, вот из этого клапана никакой пар не идет. Ну, может, конечно, потому что процесса кипячения нету. Ну, в принципе, да, он горячий, то есть, но пар не идет. Можно ставить близко, например, под радио. Радио не ошпарится, это тоже плюс. Так что здесь все нормально. Сколько воды наливается, видно. Вот уже якобы на 2 чашечки нацедилось. Время 21:21. 1,5 минуты прошло. Паузу ставлю. Ну вот, время 21:22. Получается, прошло где-то минуты 4 со всего процесса. Уровень на 2 с лишним чашки, ну почти 2,5. Я, если честно, не знаю, сколько я воды туда налил. Боялся перелить, поскольку первый раз делаю. Там не нашел я отметочки, до какого уровня наливать. Поэтому сейчас я выключу. Минуты 3 еще подожду и посмотрю, сколько водички здесь будет. Закончила она свое приготовление или нет. Тем более подставочка все равно горячая. Кофе попробую, скажу как на вкус. Ну вот, друзья, время 21:26. Еще пару минут мы подождали, кофе не прибавилось, значит, на тот момент это был весь объем кофе. Снимаем отсюда вот эту вот штуку. Кнопочка горит зелененькая. Попробуем ее, наверное, выключить. Вот. И выдернем из розетки. Ну да, капли никакие не капают. Так что вода вытекла вся. Откроем, посмотрим, что в ней творится внутри. А внутри вода-то осталась, видите? Часть воды не вылилась из контейнера. Ну, кофе смололось. Опять же, если вам это будет видно. Это все в мойку и мыть. Здесь вот наверху тоже часть кофе осталась, видите? Эта штука тоже снимается, по идее, и моется. Отворачивается. Вот. Я здесь по-простому поступлю, ребята. По-мужицки. Просто вытру салфеткой и все.
Не хочу это отвинчивать, хотя, может быть, и отвинчу первый раз ради интереса. Ну, то здесь такое хлипкое крепление, конечно. Как оно отворачивается? А вот так вот в бок и вот так вот, да? Не, ну здесь, в принципе, все чисто. Так, это надо двумя руками все-таки придерживать. Слишком легкая кофеварка. Ну вот, контейнер достал в раковину. Это сейчас надо будет мыть. Это мы тоже вынем. Ага, с ручкой поднятой не вынешь. Вот так вот. Ну вот что с фильтром. На стенках все налепило. Сейчас под проточной водой это все промоется. Там, вон, видите, сколько воды еще осталось, ребята. Вон воды. Достаточно много. И кофе. Так что вот такая вот кофеварочка. Ну что, споласкивается в принципе все очень просто. Прям за несколько секунд. Все чистенько. Здесь тоже все нормально. Так что с мытьем проблем нету. Я думал, будет сложней. Но вообще все легко оказалось. Ну и что, наливаем кофе. Попробуем. Ну вот, ребят, это 2,5 чашки якобы. Это, между прочим, небольшая чашечка от Нескафе. То есть, чтобы вы понимали, да, по объему, какие маленькие здесь порции. Чтобы было с чем сравнить, вот, ребят, большая чашечка от Нескафе. Такая вот, которую я обычно наливаю. Ну, вот такая вот чашка получилась. Это 2,5 чашки по их мерке. Ну, грубо говоря, полная кофеварка, 2 вот такие вот чашечки у вас получится. Кофейные. Ну, попробовал я кофеек. Вкус, конечно, ребят, от растворимого Якобса день и ночь. Но не хочу приучать себя к этому кофе, потому что я кофе как воду пью. Раз по 10 на дню, поэтому чисто для баловства, опять же. Вот такой вот вкусненький кофе себе сделал. Как раз надо заморочиться, все помыть, потом просушить, то, что надо. Если бы я купил кофемашину, я бы просто, наверное, сердце бы себе подсадил. Потому что действительно все вкусно. Все, надеюсь, кому-то было интересно. Обзор на данную кофеварочку. Средняя цена ее 4000. На Озоне и в ДНС она стоит 3150 рублей. Это на октябрь 2020 года. Так что можно купить ее за 3000. В принципе, неплохая. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На кухонную технику обзоры еще будут. Спасибо, что досмотрели до конца.